История итальянского судна Джулио Чезаре, который передан по репарациям и назван Новороссийск. Судно Джулио Чезаре, итальянский линкор типа Конте ди Кавур, был спущен на воду в 1911 году, вошел в строй в 1914 году. Участвовал в Первой мировой войне на Средиземном море. Участник операций линейных сил Королевских военно-морских сил Италии во Второй мировой войне, а также участник линейного боя у Калабрии 9 июля 1940 года. После окончания Второй мировой войны передан по репарациям СССР и вошел в состав Черноморского флота ВМФ СССР под названием Новороссийск. Затонул на Севастопольском рейде 29 октября 1955 года от внешнего взрыва. В катастрофе погибло 829 человек, включая аварийные команды с других кораблей эскадры. За все время боевых действий в Первой мировой войне в Средиземном море судно провел 31 час на боевых заданиях и 387 часов на учениях, ни разу не встретившись с противником. В 1922 году линкор прошел первую модернизацию. Была изменена форма фок-мачты. Тогда же линкор лишился носового украшения, огромного орла, державшего в лапах ленту с девизом Цезаря «Пришел, увидел, победил». В августе 1923 года линкор принял участие в операции на острове Корфу. В 1925 году претерпел более значительную модернизацию. Замена системы управления артиллерийским огнем, установка катапульты для запуска гидросамолета типа Маки М-18. Для подъема самолета с поверхности воды и установки его на катапульту на верхней палубе появился кран. В 1933-1937 годах претерпел коренную модернизацию по проекту инженер-генерала Франческо Ротунди. 6 июля 1940 года, после вступления Италии во Вторую мировую войну, линкор вышел в стратегическом прикрытии конвоя из Неаполя в Бенгази. 9 июля на обратном пути из Бенгази в Таранто эскадра встретилась у мыса Пунта-Стило с линейной эскадрой Королевского английского Средиземноморским флотом. В 16 часов ровно 381-м снаряд с английского линкора Варспиты попал в середину корпуса и вызвал пожар. Под прикрытием дымовой завесы и эсминцев флагману в 16 часов 45 минут удалось оторваться от противника. В Таранто он стал на ремонт. Были разрушены легкие орудия, часть надстроек, требовали починки 4 котла. 115 членов экипажа были жертвами взрыва. После ремонта 30 августа в составе мощного соединения вышел в море на перехват очередного английского конвоя в Александрию. Однако британская авиаразведка сумела обнаружить противника, и конвой отвернул на юг. Сильный шторм и нехватка топлива у эсминцев заставили итальянцев вернуться в Таранто. Ночью 8-9 января 1941 года английская авиация с Мальты и греческих баз произвела налет на Неаполь. Судно получило повреждения от близких разрывов 3 бомб и в сопровождении Венето ушел в Специю на месячный ремонт. 9 февраля 1941 года судно в составе эскадры вышел на перехват британского флота, обстрелявшего Геную, но безрезультатно. 3-5 января 1942 года судно вышел в последний боевой поход, прикрывая конвой в Северную Африку, после чего был выведен из действующего флота. До конца 1942 года судно стоял в Таранто, а в январе 1943 года перешел в Полу, где был до конца войны превращен в плавучую казарму. Всего за кампанию 1940-1943 годов судно совершило 38 боевых выходов в море, пройдя 16 947 миль за 912 ходовых часов, израсходовав 12 697 тонн нефти. После выхода Италии из войны страны-победительницы разделили итальянские боевые корабли в счет репараций. Советский Союз претендовал на новые линкоры типа Литорио, однако ему достался лишь устаревший Джулио Чезаре. Полученный корабль находился в крайне запущенном техническом состоянии,
поскольку с 1943 по 1948 год он стоял на приколе с минимальной командой и без надлежащего технического обслуживания. Непосредственно перед передачей Советскому Союзу линкор прошел небольшой ремонт, коснувшийся в основном электромеханической части. В середине мая 1949 года линкор поставили в северный док Севастопольского морского завода. Уже в июле 1949 года Новороссийск принял участие в маневрах эскадры в качестве флагмана. В последующие 6 лет на корабле постепенно был выполнен значительный объем работ по ремонту, частичной замене и модернизации боевых и технических средств. С 1950 по 1955 год линкор 7 раз находился в заводском ремонте. В ходе выполненных работ на линкоре установили советские зенитные автоматы и радиолокационную станцию «Залп-М», переделали фок-мачту, модернизировали приборы управления стрельбой главного калибра. Установили средства радиосвязи и внутрикорабельной связи, заменили аварийные дизель-генераторы, провели частичный ремонт главных и вспомогательных механизмов. Однако некоторые недостатки так и не были устранены вплоть до октября 1955 года. В мае 1955 года Новороссийск вошел в строй Черноморского флота и до конца октября несколько раз выходил в море, отрабатывая задачи по боевой подготовке. На тот момент, несмотря на преклонный возраст, это был самый сильный боевой корабль в СССР. Вечером 28 октября 1955 года линкор вернулся из похода для участия в празднованиях по случаю столетия обороны. В Севастополе и занял место на бочке номер 3 в районе морского госпиталя, где была глубина 17 метров воды и около 30 метров вязкого ила. Швартовка прошла нештатно. Старпом, капитан второго ранга Хуршудов, замещавший находившегося в отпуске командира корабля, проскочил нужное место на полкорпуса. После швартовки часть экипажа, включая временно исполняющего обязанности командира, ушла на берег. Старшим офицером остался помощник командира корабля Сербулов. 29 октября в 1 час 31 минуту под корпусом корабля с правого борта в носу раздался взрыв, эквивалентный 1000-1200 килограммов тротила. Насквозь пробивший корпус линкора, вырвавший часть палубы полубака и пробивший в подводные части дыру в 150 квадратных метрах. После взрыва сразу погибло от 150 до 175 человек. Взрыв произошел возле госпитальной стенки Севастопольской бухты. Кроме того, через 30 секунд раздался второй взрыв по левому борту, в результате которого образовалась вмятина в 190 квадратных метрах. Линкор пытались отбуксировать на мелководье, но прибывший на корабль командующий Черноморским флотом вице-адмирал Пархоменко приостановил начатую буксировку. Запоздалое приказание о возобновлении буксировки оказалось бессмысленным. Носовая часть уже села на грунт. Не сразу адмирал позволил и эвакуировать незанятых в спасательных работах моряков, которых на юте скопилось до 1000 человек. Когда решение об эвакуации было принято, крен корабля начал стремительно нарастать. В 4 часа 14 минут линкор лег на левый борт и через мгновение уткнулся мачтами в грунт. В 22 часа корпус полностью исчез под водой. В катастрофе погибли 829 человек, включая часть личного состава аварийных партий с других кораблей эскадры. Многие были заперты в отсеках опрокинувшегося корабля, из них удалось спасти лишь 9 человек, 7 через прорезанное в кормовой части днища отверстие и 2 из-под палубы юта, неплотно прилегавшей к грунту. Водолазы перестали слышать стук запертых в корпусе линкора моряков только 1 ноября. Летом 1956 года экспедиция подводных работ особого назначения ЭОН-35 приступила к подъему линкора. При подъеме корабля на дне осталась 3-я башня главного калибра, которую пришлось поднимать отдельно. Многие за участие в спасательной операции получили награды и были отмечены почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. 14 мая корабль отбуксировали в Казачью бухту,
куда был пробит соответствующий фарватер, и перевернули. В дальнейшем корабль был разобран на металл и передан на завод Запорожсталь. Стволы 320-м орудий до 1971 года лежали напротив морского училища. Расследованием катастрофы занималась правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета министров СССР Малышевым. Согласно докладу комиссии, наиболее вероятно, что 29 октября 1955 года под кораблем имел место взрыв немецкой мины типа РМЭ или ЛМ с взрывателем М1, поставленной в период Великой Отечественной войны. Однако источники электропитания вытравленных в 1950-х годах донных мин оказывались разряженными, а взрыватели неработоспособными. Профессор-инженер-капитан первого ранга Муру в книге «Катастрофа на внутреннем рейде» доказывает, что наиболее вероятной причиной гибели корабля является взрыв донной мины. Прямым подтверждением версии взрыва мины Муру считает то, что после катастрофы тралением донного ила были обнаружены 17 подобных мин, из которых 3 находились в радиусе 100 метров от места гибели линкора. По конспирологической была версия автора независимого военного обозрения Олега Сергеева. Подрыв корабля был произведен отечественными спецслужбами с ведома руководства страны во внутриполитических целях. Для дискредитации затратной программы адмирала Кузнецова по широкомасштабному строительству надводных кораблей. В выводах комиссии не исключалась возможность диверсии. В Италии накануне передачи линкора СССР открыто звучали призывы не допустить того, чтобы гордость итальянского флота оказалась под советским флагом. Как свидетельствуют рассекреченные разведывательные сводки штаба Черноморского флота. По весьма странному совпадению, именно в самом конце октября итальянские торговые суда к 29 октября 1955 года покинули акваторию порта. В июле 2013 года ветеран итальянского подразделения боевых пловцов «Гамма», экс-сотрудник итальянской службы военной разведки, немецкой СД и эксперт по шифрованной связи Уго де Эспозито рассказал, что боевые пловцы из расформированной ранее итальянского судна причастны к затоплению советского линкора «Новороссийск» в 1955 году. После того, как 8 боевых пловцов, выполнявших поручения итальянских служб, установили заряды на киль корабля. Можно сказать, что атаку судна «Новороссийск» проводили настоящие профессионалы, специалисты своего дела. Их в то время было так мало, что не составляло большого труда назвать поименно каждого. Это могли быть только боевые пловцы из итальянской флотилии МЭК, британской 12-й флотилии или германского соединения. Других специалистов с практическим боевым опытом в Европе и НАТО просто не существовало. По предположению Юрия Лепехова, участника передачи корабля 3 февраля 1949 года от итальянской стороны к советской, причиной взрыва послужили немецкие магнитные подводные мины, 1 или 2. При этом он полагает, что характер разрушений корпуса линкора, корабль был пробит взрывом насквозь, причем пробоина в днище не совпадает с пробоиной на палубе. Указывает на то, что взрыв мины вызвал детонацию заряда, который был заложен на корабле итальянцами еще до его передачи советской стороне. Лепехов утверждал, что когда во время приемки он и другие участники комиссии осматривали корабль, то уткнулись в глухую переборку в носовой части линкора. В переборке ранее были 3 так называемых флорных выреза, но в момент осмотра комиссии они были аккуратно заварены. Тогда этому не придали значения, но теперь Лепехов полагает, что за этой переборкой находился мощный заряд взрывчатого вещества. Данный заряд должен был быть приведен в действие через какое-то время после передачи корабля, но по каким-то причинам этого не произошло. Зато уже в 1955 году именно этот заряд, по злому и нелепому совпадению, послужил основной причиной гибели корабля. 5 июля 1999 года был подписан указ президента, согласно которому 712 офицеров и матросов за мужество и отвагу, проявленные при спасении экипажа линейного корабля «Новороссийск»,
награждены орденами Мужества, 613 из них посмертно. В августе 2013 года бывший зенитчик корабля и председатель Совета ветеранов линкора «Новороссийск» Виктор Салтыков сообщил, что российские ветераны-моряки, многие из которых стали после инцидента инвалидами, намерены через суд требовать от Италии возмещения ущерба их здоровью. Они потребовали провести международное расследование по факту уничтожения корабля.